Следующий слайд, друзья, это традиционный слайд. Исследования длиною в 1 год. Это тенденции называются еще. Мы видим, что период сравнения апрель 2025 год, 1041 доллар за квадратный метр, стоимость квадратного метра. Это класс социальное жилье, самый большой класс рынка недвижимости, который эксплуатируется в Украине и в городе Киеве не исключение. И смотрите, в апреле 2026 года это 1055 долларов за квадратный метр, что показало нам за год рост плюс 1,34%. Ну, за год, не календарный год, а я вам показал, да, базу исследования. То есть мы берем апрель 2025 года с апрелем 2026 года. И видим, что у нас динамика роста плюс 1,34%. Друзья, немного, так сказать, рекламной паузы. Мы также готовим, я и компания Limb Consulting, для крупных украинских системных национальных банков, также для иностранных банков, которые работают на территории Украины, готовим индексы на протяжении уже больше 10 лет. Индекс, вот давайте я вам показываю указкой, в данном случае положительный, единичка, запятая 0,13. Что такое индекс? Индекс недвижимости – это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости квадратного метра во времени. Он считается, друзья, очень просто, если у вас есть статистические данные. Показываю на примере данного класса. Видим здесь 1055 долларов. Возьмем, да, делим на 1041 и получаем рост в годовом измерении в процентном соотношении плюс 1,34%. Или же индекс положительный, единичка, запятая 0,13. То есть, друзья, я знаю, что меня смотрят люди, которые работают в финансовых учреждениях. Это управление по рискам, риск-менеджменту. Данные специалисты очень хорошо ориентируются, как меняется стоимость денег во времени. А я один из немногих в Украине, друзья, знаю, как меняется стоимость квадратного метра недвижимости также во времени. Я на примере вам всего лишь одного класса это показываю. А на самом деле я знаю по всем сегментам и по всем классам по всей Украине. Не только, мы работаем даже за границей. Поэтому, друзья, наша синергия знаний очень даже помогает в вашем сложном бизнесе. Ну и помогает мне, естественно, развиваться, заниматься наукой и компания Olymp Consulting. Для того, чтобы меня найти, в описании канала есть мой Viber телефончик. Киев-Старовский, есть кипрский телефон. То есть созвонимся, спишемся как удобно, составим техническое задание, и вы будете получать раз в квартал исследования, и вы будете видеть, что происходит с недвижимостью, под которую ваше финансовое учреждение выдало какие-то финансовые средства. То есть вы знаете, как меняется стоимость денег во времени, а я буду вам показывать, как меняется стоимость недвижимости, под которую ваше финансовое учреждение выдало финансовые средства. То есть в данном случае мы видим, что по городу Киеву, по данному сегменту, незначительная динамика роста за год. Поэтому, друзья, облегчите свой сложный бизнес, найдите меня и можете, кстати, спрашивать своих коллег, кто давно уже работает. Да, я очень давно работаю действительно с финансовыми институтами Украины. Поэтому спросите, кто такой Андрей Гусельников. В конце концов, и что за компания Olymp Consulting. И в конце концов спросите искусственный интеллект, и он вам выдаст всю мою историю, так сказать, все портфолио, которое соответствует каждая буква тому, что вы там прочитаете. То есть искусственный интеллект просто собирает все статьи, которые я когда-то писал, публиковал, обо мне кто что писал, публиковали. И в итоге у вас появится картинка, насколько надежный контрагент и вообще имеет ли он компетенции подобные для того, чтобы, так сказать, связываться или не связываться. Ну, перейдем на простой язык, да. Итак, друзья, закончили с рекламой, переходим дальше к последнему слайду. Здесь мы сравним, что произошло на рынке предложений. Квартиры, выставляемые для продажи, подорожали за год
на 1,34%. Мы уже обсуждали подробно данный график-рисунок. Я его просто переместил в верхнюю часть. Видим, что, скорее всего, вот здесь последние 2 месяца, да, это еще не тенденции, но уже что-то мне подсказывает, что это будущие тенденции, а тенденции ну, измеряются на протяжении длительного срока, по крайней мере, когда больше полгода идет вниз кривая, показывает снижение стоимости, это уже тенденции. Пока не знаю, но предполагаю. Давайте посмотрим, что же произошло, почему я предполагаю, что будет снижаться стоимость квадратного метра, в данном случае на примере социального жилья, вторичный рынок. Также социальное жилье, вторичный рынок, аренда. Вот давайте сравним, что произошло с арендой за год. Сравниваем март месяц. Напомню вам, что я не делаю по месячную аренду, а делаю по квартальной, потому что это долгосрочная аренда. Так вот, первый квартал 2026 год сравнил с первым кварталом 2025 года. Друзья, и что увидели здесь? Увидели здесь рост 3, ну, в годовом измерении, то есть аренда выросла на 3,7%. При этом хочу обратить внимание, единицы измерения, как доллар здесь, это в долларах все считается, так и внизу аренду я просто перевел по курсу Национального банка. На самом деле аренда это все в гривне. Ну так, чтобы у вас полная картинка была, я единицы измерения сделал доллар. Но продается все в долларах, вы за гривну ничего не продадите. Ну, не найдется такой особо одаренный продавец, чтобы продать за гривну недвижимости, потом бегать по обменкам, обменивать на евро или на доллар. Но это соответствует действительности. Так вот, смотрите, друзья, что всего лишь на 1,34% вырос недвижимость по предложениям, это квартиры, выставленные для продажи. А вот аренда выросла на 3,7%. При этом последний квартал, вы его видели, если не видели, давайте я вам так переведу, чтобы вы просто понимали. Последний квартал по аренде показал нам снижение минус 1,75%. То есть, если аренда начинает показывать нам отрицательную динамику снижения, то мы предполагаем, что дальше мы увидим снижение и по предложениям, то есть по квартиры, которые выставляются для продажи. Почему я так считаю? Ну, во-первых, давайте вернемся к цифре 3,7%. Это вполне себе нормальная цифра. Предположим, давайте вот очень простой, грубый пример. У вас есть 10 тысяч долларов, да, и вы, значит, положили эти деньги на депозит в долларах. Мы говорим в долларах, чтобы вы понимали. Положили на депозит в банк, вы получите 1%, где-то полтора я видел, но скорее всего 1% в годовом измерении, то есть всего лишь 100 долларов. Можете себе представить, что это такое? Ну, это просто ни о чем, вот реально ни о чем. То есть вашими деньгами будет пользоваться банк, и вы получите со своих 10 тысяч всего лишь 100 долларов. Ну, это такое себе смешное, да, пассивный доход. Так вот, если вы приобретете, понятно, что за 10 тысяч вы не приобретете в Киеве, но тысяч за 40 можно приобрести недвижимость, это очень грубые подсчеты, но они соответствуют действительности, то вы получите дохода, не чисто операционный доход, а именно доход 3,70%. Чувствуете разницу, да? Там 1%, а здесь почти 4%. Ну, там я имею в виду, если пассивный доход с депозита, вы там 1% получите, а здесь 3,7%. Понятно, здесь надо посчитать будет затратную часть, и тогда вы только получите чисто операционный доход. Но все равно это, в общем-то, достаточно, ну, я вам скажу, по примеру своего опыта, то есть это вполне неплохо можно зарабатывать, сдавая квартиру в аренду. Так вот, судя по тому, что аренда стала показывать отрицательную динамику, то есть снижается аренда, то я предполагаю, то же самое будет происходить и с предложениями на рынке квартир, которые выставлены для продаж. И это мы уже наблюдаем 2 месяца. Друзья, это мое предположение всего лишь, да. Теперь давайте я закрою показ слайдов, и мы очень кратко поговорим о прогнозах. Так, о прогнозах. Вот так мы. Помните, что я понимаю, что много цифр, да, вы устали, наверное, но наберитесь терпения.
2 месяца мы видим, это март-апрель, снижение стоимости квадратного метра на примере вторичного рынка социальное жилье. Я предполагаю, что до второго полугодия или второго квартала мы будем видеть динамику снижения, и она будет где-то по 0,5% в месяц происходить. Это будет примерно вот с такими темпами снижения, не роста, а снижения. При всем при этом аренда также показывает нам снижение стоимости квадратного метра. Итак, в годовом измерении сейчас, помните, я вам называл цифру там 1,5%, сравнивая апрель месяц с 2025 года с апрелем 2026 года. Так вот, я предполагаю, что мы, сравнивая уже июнь 2026 года с июнем 2025 года, увидим незначительную динамику снижения, может быть 0,5% в годовом измерении. То есть, и мы это уже будем называть тенденциями. То есть до конца года 100% мы уже тогда точно будем знать, что стоимость будет снижаться. Ну вот постарался очень кратко с цифрами рассказать о том, что было с недвижимостью, показать сегодняшний момент, то есть что сейчас происходит с рынком недвижимости, это зафиксировано цифрами. Ну и о том, что будет, да, то есть о прогнозах. Еще раз напомню, в прогнозах я применяю научную методологию, метод многофакторного анализа. То есть я смотрю на макроэкономические показатели, именно регионального продукта, это города Киева, есть такой региональный продукт, он в открытом доступе, можете посмотреть, грубо говоря, это те же индексы, которые характеризуют развитие экономики Киева. И вам все станет ясно, друзья. Еще раз повторюсь, не может в противофазе работать рынок недвижимости, он является составляющей экономики. В экономике все плохо, ждите, то же самое будет происходить на рынке недвижимости. Очень кратко, а может даже очень длинно, не знаю, кому как. Но это в рамках одной лекции 45 минут я постарался вам изложить, так сказать, свои соображения и предположения о том, что будет происходить с рынком жилой недвижимости. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью Украины, вам необходимо что сделать? Правильно поставить, ну, как минимум, подписаться на мой канал и поставить лайк данному видео. Говорят, я как бы не YouTube-блогер, хотя, видите, завидно этой самой, как она называется, постоянством записываю видео. Да? Основной мой бизнес – это анализ рынков, это профессионально делаю и зарабатываю. Но, так или иначе, видео тоже должны смотреть люди, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь. И вы должны помнить, что я ваш скромный слуга. И компания Olymp Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом, ну или как минимум путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.